Привет! Это канал «Из князя в грязи». Я Дмитрий, и сегодня мы спешим вам рассказать о народной навигации для квадроциклов и багги. Что выбрать? Планшет, навигатор, телефон, CarPlay или Android Auto? И какие конкретно модели подходят? Какие приложения необходимы для квадронавигации? Ну и коснемся темы кредлов и держателей. В конце ролика я расскажу о том, как сделать навигацию для квадроцикла простой и эффективной вне зависимости от устройства. Тема актуальна, так как одной установки приложения, к сожалению, недостаточно. Если вам интересны не все темы повестки, используйте тайм-коды в описании и полосу прокрутки внизу экрана для перехода к интересующей вас теме. В одном из следующих роликов, помимо других тем и мощных покатушек, я планирую рассказать о том, как построить интересный маршрут в любой местности всего за несколько минут. Поэтому поставьте лайк и подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Поехали! На что я опираюсь в своих выводах? В этом сезоне в поездках по Кавказу, Карелии и Астраханской области я проехал порядка 2500 километров. И это без учета болот и грязи других регионов страны. Различные рельеф, высоты, условия доступности связи, требования к точности маршрутов, различные устройства, приложения и типы электронных карт. Все это дало мне достаточный опыт, чтобы понять, что к чему, и поделиться этим с вами. Начнем разбор с матчасти, какие устройства использовать. Сразу скажу, что в этом сравнении не будет подробного разговора о навигаторах, потому что даже по словам продавцов, их основное преимущество – это автономность. А для нас она не так важна, потому что есть простой доступ к бортовой сети, пауэрбанкам и другим источникам энергии. И если не брать в расчет полноценные экспедиции, то у этих устройств, на мой взгляд, нет весомых плюсов. Есть альтернативы с экраном и побольше. Поправьте меня в комментариях, если не согласны, и мне, и другим зрителям будет очень интересно узнать что-то новое. Таким образом, круг сузился до телефонов, планшетов, устройств CarPlay и Android Auto. Телефоны. Можно вешать как свой основной телефон, так и старый, как раньше делал я сам, либо специально приобретенный для использования на квадроцикле. Требования такие: водонепроницаемость, комфортный для вас размер экрана и то, о чем почему-то никто не говорит. Это максимальное количество спутниковых систем на прием. На текущий момент актуальны GPS, GLONASS, Galileo и Beidou. GPS и GLONASS у всех на слуху, но посмотрите, сколько альтернативных спутников доступно к приему. Причем зачастую Beidou и Galileo суммарно превосходят GPS и GLONASS, как и в этом примере. И ведь все это напрямую влияет на позиционирование, а значит важно для нас. Что касается плюсов и минусов использования телефонов. Очевидный плюс один – это универсальность. Достал из кармана, вложил в кредл и поехал. Про цены говорить не станем, потому что на рынке слишком большой разброс. Очевидно одно – дорогой телефон жалко. Вибрации квадроцикла способны сломать систему стабилизации телефона, но это может быть, а может и не быть, поэтому для нас, квадроциклистов, это вряд ли весомая причина. Но на деле это очень часто разбитые экраны, царапины и грязь во всех щелях. Я и сам неоднократно чинил телефон, и крайний раз на прошлой неделе. Так себе история. Но главный аргумент другой. Телефон – это средство связи, и мы не можем лишиться его ни при каких условиях, даже катаясь вокруг дачи. Как тогда звонить знакомому трактористу или товарищу? Да, можно использовать бронечехлы наподобие этого, но постоянно раскручивать и закручивать винтики лично для меня неудобно, я перестаю ими пользоваться. К тому же эти чехлы не защищают от потери телефона, что тоже огромный минус. Отмечу, что на рынке сейчас появляется большое количество тактических смартфонов. О них я много не знаю и рассказывать не буду. Приведу примеры иллюстрациями, а в описании укажу название моделей, вы сможете найти их самостоятельно. Ну и еще один минус – это нестабильная работа при минусовых температурах. Большинство телефонов грешит этим и, соответственно, ставит под вопрос эффективность навигации. Говорю, что вариант с хранением телефона во внутреннем кармане, я не рассматриваю. Расстегивать и застегивать туда-обратно куртку неудобно, да и мерзнуть не хочется. Устройство CarPlay и Android Auto. Знаю, что эти устройства пользуются определенным спросом, но считаю, что это больше мотоциклетная тема, и лично для себя вижу намного больше минусов, чем положительных свойств. Небольшой экран хорош при передвижении на мотоцикле по городу, где все перекрестки видно четко и заранее. Вам достаточно бросить взгляд, чтобы повернуть в нужную сторону. На бездорожье картина совершенно иная. Очень часто среди зарослей маршрут вообще не видно и очень легко проскочить. А каждый раз разворачиваться и возвращаться раздражает, особенно когда ведешь группу. Количество спутниковых систем уступает тому же ActiveTab, да и точность позиционирования под вопросом. В ActiveTab над этим работали профильно, а CarPlay создавали для города со всеми вытекающими. Остаются планшеты, и это, на мой взгляд, оптимальный выбор.
Большой экран, защищенность, отличный прием спутников и относительно невысокая цена даже в сравнении с некоторыми бэушными телефонами. Что касается моделей, то наиболее распространенными являются Samsung серии ActiveTap. Я пользовался практически всеми из них и пришел к такому выводу. ActiveTap 2 однозначно стоит приобрести при ограниченном бюджете или если вы хотите узнать, что же такое навигация на квадроцикле с планшета. Он отлично работает зимой, достойно принимает спутники. Стоит 6000 рублей в бэушном состоянии, новый вы уже не найдете, их не производят. Да, он не так быстр, но для навигации это не имеет критического значения. Единственным серьезным недостатком для меня в Galaxy ActiveTap 2 является отсутствие спутников Beidou. Поэтому, когда я разбил вторую модель, я сразу же перешел на ActiveTap 3. Да, он дороже, бэушный стоит 1018, новый мне тоже найти уже не удалось. Но точность позиционирования на порядок выше, он работает быстрее. И его уже можно использовать во время длительных стоянок или во время ночевок как планшет, как развлекательный гаджет просмотров фильмов и прочего. В этой ценовой категории можно уже рассматривать новые устройства Blackview. Они сделаны не менее достойно, прорезиненный корпус, экраны одинаковые по размеру, а заявленные характеристики у Blackview местами превосходят Samsung. Однако на текущий момент еще нет большого количества отзывов и непонятно, как они принимают спутники и как они ведут себя зимой. Если вы пользуетесь этими устройствами, в обязательном порядке просьба, напишите в комментариях, как они себя ведут и стоит ли их покупать. Возможно, ActiveTap 3 пора уже забыть. Что касается флагманских Samsung, ActiveTap 4 и ActiveTap 5, то там все еще веселее по характеристикам, но ничего нового для навигации внесено не было. Поэтому со мной остается все еще ActiveTap третьего поколения. Теперь крепления, кредлы или холдеры. Для комфортного использования они должны соответствовать некоторым критериям. Быть простыми в конструкции. Максимально защищать экран от грязи, чтобы свести к минимуму необходимость его протирать. Быть крепкими, чтобы защищать планшет от столкновения с ветками. И быть максимально универсальными в плане взаимодействия с различными системами креплений. И я покажу вам такой вариант. Мы производим его сами. Вот он. В отличие от большинства аналогов, у него нет винтовых соединений. Не нужно откручивать барашки, в перчатках это вообще неудобно. И они еще и теряются. А зимой соединение может замерзнуть. Достать планшет не проблема. Система FastClick позволяет делать это в несколько движений. Кредл толстостенный. Встреча с ветками ему уж точно не страшна. Высокий козырек отлично защищает от брызг и комьев земли, летящих из-под колес. Модель производим и для Samsung, и для Blackview. Она легко адаптируется под любое место установки и под ваши хотелки. К примеру, мы можем сделать быстрый доступ к кнопкам, расположенным на тонкой грани корпуса, или надпись на козырьке в цвет квадроцикла для персонализации техники. Мы не ели собак, но замесили не одну лужу, чтобы найти оптимальное решение, доработать его и предложить вам. Подробное сравнение держалок будет темой одного из следующих видео. Поэтому подпишись сейчас, чтобы не пропустить обзор, и поставь лайк этому видео за проведенный анализ. Мне кажется, мы заслужили. Что касается приложений. Подробно о них в одном из следующих роликов, а сейчас выжимка. Для квадроциклов и баги подходит целый ряд приложений. Guru Maps, Asmat, Maps.me, Organic Maps, Alpine Quest и прочее. В целом они повторяют функционал друг друга, но есть и отличия. К примеру, Asmat обладает более широким функционалом и лично для меня избыточен. Я пользуюсь более сжатым Guru Maps, на мой взгляд, оптимальный вариант. Также приложение объединяет форматы карт. И карты, и слои вы загружаете дополнительно в зависимости от потребностей. В картах и кроется вся суть. Как правило, предустановленные, простые, сжатые и малоинформативны. А нас интересуют лесные дорожки, тропинки, горные переходы, поэтому карты должны быть максимально детализированы. В описании к ролику я оставлю файлы с оффлайн-картами и слоями для навигационных приложений. Скачав, установив и немного разобравшись в них, вы увидите, насколько стала простой и эффективной навигация без каких-либо затрат. На этом доклад окончен. Провел его канал из князя в грязи. Вам желаю задорных покатушек и всегда находить путь домой. Пока.